Каждый день в России исчезают 3 деревни. За 30 лет минус 30 тысяч. Закрыто 46% сельских школ. В 70% деревень нет врачей. 63% без дорог. В половине населенных пунктов меньше 10 человек. Каждый второй дом пустой. Сельское население сокращается на сотни тысяч человек в год. В некоторых регионах минус 70% за одно поколение. Это не тундра и не край света. Это повсеместно. И это происходит прямо сейчас. Я проехал сотни деревень, от дальних Зеленцов на краю Баренцева моря до горных аулов Дагестана, от карельских лесов до татарских степей и заброшенных сел Тверской области. Везде одно и то же. Пустые дома, закрытые школы, выживающие старики. Я видел, как исчезает жизнь, и как вопреки всему она еще держится. Русская деревня исчезает. Прямо сейчас, у нас на глазах. Почему? Только ли в России? Есть ли исключения? И главное, что с этим делать? Сегодня и попробуем разобраться. В начале 20 века 83% населения жили в деревнях. За 100 лет село пережило коллективизацию, индустриализацию, переселение, приватизацию. Но окончательно экономику деревни обрушили 1990-е. Колхозы исчезли, вместе с ними ушла и работа. Разъезжаются люди из деревень, что уезжают-то? Тяжело жить? А что здесь делать? Работы нету, ничего нету. Совхоз развалился, здесь же все, работы нету абсолютно. Колхозы ликвидированы за несколько лет. Вместо фермерства – ничего. Паи раздали, но не объяснили, что с ними делать. По официальным данным, лишь каждый четвертый селянин смог хоть как-то использовать землю. Остальные продали, бросили или забыли. Как пишет академик Заславская, традиционная община разрушена, новая структура не создана, село выпало из системы. Деревня была богатая, пасечники и охотники. Вот. Трудились много, поэтому деревня богатая была, жили. Я так понимаю, что все, в общем-то, жизнь началась с приходом колхозов, и с уходом колхозов, в общем-то, и... Не, здесь до колхозов были деревни значительно больше. При колхозах они как раз начали разваливаться. Такая штука. Здесь же деревень было по 3-4 километра следующая деревня. Вот сейчас ничего не осталось. Вот, которые покрупнее, те остались. Ну, в общем, как, где церкви стояли. С 1990-х безработица в деревне стабильно выше, чем в городе. В начале 2000-х треть сельских семей жила за чертой бедности. Сегодня в аграрном секторе заняты меньше 6% сельчан. Это означает одно – деревня утратила свою профессию. Рыбалка, охота, я не знаю, чем тут можно заниматься. Рыбалка, огороды, что еще? А так, в общем-то, живете, по сути, на пенсии. Ну, я еще не на пенсии. Спасибо господину Путину. Ну, тут... Повысили пенсионный возраст, блин. Я бы уж 3 года был на пенсии. Нет, еще 2 ждать. Теперь зато вон романтика. На работу куда-нибудь. Во, фиг вам. Ну да, на работу-то в 60 ты уже... 57 лет, все, свободен. Только возраст узнали, все. Я уже и бороду отпустил, говорю, чтобы этот возраст не спрашивали. И так видно. Как пишет социолог Тощенко, в современной деревне установилась модель олигархоза. Земля и ресурсы под контролем агробизнеса, а жители вне системы. Местное население исключено из хозяйственного оборота. Их не рассматривают как ресурс, только как балласт. Раньше деревня работала, сегодня выживает. Колхоз исчез, земля недоступна, работы нет. И никто так и не предложил, что будет вместо. Там, где раньше работали сотни, теперь 3 человека и пульт управления. Современное сельское хозяйство – это не лопата и коса. Это автоматы и сенсоры. Все стало эффективнее, кроме самой жизни в деревне. Всего 2 доярки требуется на дойку 28 голов одновременно. То есть, если мы разговариваем о корпусах старого типа, то одна доярка может обслуживать максимум 5 голов одновременно. И
Ну и то там вопросы по качеству доения. А здесь мы фактически одна доярка, ее хватает на 14 голов. То есть у нас скорость доения, да, и качество. И у нее также фактически в доильном зале у каждой доярки, около каждого доильного места есть табло, да, которое доярка может указать о каких-то ошибках, либо проблемах с коровой. Эти проблемы может установить как оператор здесь, так и автоматически система может подсказать доярке, что с коровой что-то не то. Да, это образец содержания коров 20 века, где нет никаких компьютеров, систем, которые следят за здоровьем животного, за надоем животного. Вот здесь корову подключили к аппарату, и когда доярка там вспомнила, что надо отключать, тогда и отключают. Но это на самом деле вредит, конечно, здоровью коровы, так как на той системе, когда система улавливает, что молоко не идет, определенное количество молока в минуту, то доение останавливается, аппарат снимается автоматически. То есть на той системе задача доярки только подключить, помыть и подключить. Крупнотоварное производство вытеснило животноводство, где была занятость. Агрохолдинги, хотя и производят рекордные урожаи, почти не создают рабочих мест на месте. По данным Росстата, с 1990 по 2020 год объемы производства зерна выросли на 40%, а количество работников в селе сократилось в 3 раза. Там, где раньше стояли тракторы и слышались голоса, теперь тишина и стерильная эффективность. Кто арендует землю, неизвестно. Кто получает с нее доход, не живет здесь. А те, кто остались, не имеют ни доступа, ни участия. Экономика существует, но не для людей. Вот здесь были сараи, сеновалы, хлевы, скотину держали. Кстати, они даже в 3 этажа были. Сена-то требовалось очень много. А сейчас что, кстати, никто никого не держит? А Не некому, надо? некому держать. Некому уже. Одни старики остались, а со скотиной ведь это самое Мороки много. адская работа. Ну, это так кажется. Как пишет член КОР РАН Тощенко, агробизнес структурирован так, чтобы использовать землю, не нуждаясь в местных жителях. Людей считают ненадежными, ленивыми, пьющими и предпочитают мигрантов или сезонников. Это создает пустоту и физическую, и социальную. Это получается здесь только ваш дом, да? Вот Да. На этом пятачке, поэтому и не проводят ничего. Нет, нет, и не проведут. Потому что мы живем как бы, ну, как Лыковы. Это. Не мы, у нас нет, земля не оформлена, дом не оформлен. А кому это надо? Скажут завтра уходить, мы дверь захлопнем и уйдем. Агрохолдинг – это бизнес, но село – это не только гектары. И пока прибыль можно получать без людей, деревни будут умирать, даже если поля вокруг продолжают давать урожай. Работа ушла, ушли и люди. Молодежь в город, школы закрылись, клубы опустели. Деревня начала стареть, быстро и необратимо. И чем меньше людей, тем быстрее все распадается. По переписи 2021 года в половине деревень России живет менее 10 человек. В Тверской области свыше 2400 таких сел. Село – это ловушка старения. Миграция молодых необратима, а старики без опоры уязвимы. А так тут, говорите, 15 человек, да, постоянно живет? Да. Ну, раньше же деревня была побольше, насколько я понимаю. Ой, здесь народу было очень много. Тут же была и школа. Вон мы с Галиной тут последние ученики этой школы. О, А так, разъехавшиеся это так. Да Галя тоже ведь она только на лето приезжает. Да я тут постоянный житель. Когда уходит школа, уходит все. Родители уезжают, за ними учителя, врачи, магазины. Село становится просто точкой на карте, без будущего. Село большое, да, вот смотрим мы, село длинное, большое. Клуб закрытый. В клуб идти некому. Да. В клуб идти Ну, некому. сейчас у каждого дома. А про наши деревни вот такие Да. русские, они же многодетные семьи, у них кто-то сын последний должен остаться в семье, так ведь? Да, у нас так. Так, многодетные семьи. А у русских сколько женщин остались одиночек? Это не исключение, а норма. Закрыт клуб – нет точек притяжения. Нет молодежи – нет жизни. И никакая газификация не вернет того, чего здесь больше нет – ритма. Работы нет, предприятий нет. Все.
Это как его, старики стали умирать, а молодежь в город потянуть. Это уже закономерность такая. Уровень ожиданий у сельской молодежи вырос, а реализовать их можно только в городе. Это ведет к ускоренному бегству. Заславская называла это структурной асимметрией. В деревне не осталось функций для жизни молодых. Мы бы и зимой жили, но здесь ведь это не холодно, домишки уже старенькие. Да, вот нашлись такие вот охотники спилили эти столбы, вот мы стали ездить, они успели спилить и цвет мед взять. Цвет мед взять. Провода им нужны были. А провода толстые такие, прям с пальца посмотрели. Люди уходят не потому, что хотят, а потому, что оставаться бессмысленно. Следом уходит все, что держит деревню живой. Школы, магазины, фельдшеры. Это не пустота, это разрыв. Инфраструктура – это кислород деревни. Без нее даже сильные не выживают. Дороги, медицина, связь – это не комфорт. Это вопрос жизни. И все это уходит. Раньше, чем люди. По данным Минтранса, только 37% деревень имеют круглогодичную дорогу до райцентра. Более половины деревень без фельдшера. Закрыто свыше 5000 ФАПов. Слово «оптимизация» в деревне означает одно – тебя списали. Обслуживает город кто-то какие-то службы? Смеетесь, что ли? Никто. А, ну то есть уборка города тоже. Нет. Все своими силами? Зимой тоже никто не А и снег тоже никто не чистит? Нет. Сами скинемся, дороги почистить, чтобы машины проехать. Вот здесь дорога провалится, поставили будки, чтобы машины не провалились. Вон там провалилась дорога, люди сами засыпали. Когда дорога превращается в лужу, деревня отрезана. От медицины, от магазина, от власти. Изолированная деревня умирает даже быстрее, чем бедная. В Ярном озеро можно проехать только на трелевочнике, ну на танке. И то не на каждом. Когда нет транспорта, нет ничего. Дети не могут учиться, люди не могут лечиться, никто не может приехать. Село становится точкой без доступа. Медсестры нету, вы можете понять? Вот спасибо аптекару, Маринка, которая сама и укол сделает. Откуда скорая приезжает? Приезжает вообще скорая? С Александрова. Аж с Александрова? Это сколько едет скорая? Час? Сейчас. А где ближайшая поликлиника? Вот, Пустое. медицинское обслуживание как? Жунина. 25 км пешком. 25 километров пешком. Потрясающе. Это ближайший фельдшер любой вообще. Да. Любой. Здесь нету ничего, Нет, ни нет. поликлиники, ни фельдшера. Нет у нас. А милиция, участковый какой-нибудь? Кто за порядком следит? Один где-то. Милиция? Есть, К нам участковый. приезжали. Ой, только не мы не дозвониться. Инфраструктура – это не косметика, она скелет деревни. Без нее не задержится ни молодежь, ни врач, ни учитель. Без дороги нет фельдшера, без связи нет шанса. Село не только теряет людей, оно теряет право на существование, на землю, на управление, на поддержку. За последние 30 лет деревня не столько исчезала, сколько отступала, потому что все решения за нее принимались без нее. Есть места, где все зашло дальше, где люди живут, а по документам их нет, где дома стоят, но города не существует, где государство вычеркивает территорию жизни, оставив только привидения. Зовут меня, фамилия Чепурна Михаил Дмитриевич. Очень приятно. Вот. Меня Юрий зовут. Очень приятно. Значит, прожил здесь я 50 лет, отслужил 23 года в армии, 23 на гражданке отработал. Я не получаю льготы, да никто не получает. Пенсионеры не получают здесь льготы. Как вам это объяснили, почему забрали льготы? А потому что нас лишили, Министерство обороны лишило нас прописки. А прописка была секретная. Здесь Московская область, а сейчас Владимирская земля. Владимирская область еще не получила землю от Министерства обороны и жилфонд. Вы можете понять, вы слушаете, и жилфонд Владимирской области не передал. И мы живем не знаю где. Сергиев Посад 15 – город, которого нет. Официально стерт с карт. По факту здесь живет 1500 людей. Без прописки, без льгот, без права на существование. Люди остались, а государство ушло. У нас вообще нет адреса. Адрес у нас лишили. Лишили льгот. Всего лишили. Куда мы не обращались, как мы не ездили. И все одни отписки. Государственная поддержка идет, но не туда. Под данным РАН, почти 90% субсидий получают крупные агрохолдинги. Малые фермеры и личные хозяйства вне игры. Как будто село – это просто гектары, а не люди.
сожалению, таких деревень много. Вот я говорю, Туляк, вы знаете же Туляк? да. Нету его. Моя деревня Тархановка. Тархановка нет, Нету. Николаевка нет. Вот здесь еще Кадрякова. Кадряк, два Кадряка нет. Большой и малый Да. Кадряков было. Да. Вот за лесом там. Вот этой деревни нет, Степановки нет. Степановки нет. Шумбут осталось 10-я часть. Да. 300 Тут дворов дом, было. там дом. Спиртзавод когда Да, был, Да, село гремело. да, да. Криминальное было село. Спирт Да, рекой да. лился. Деревня не просто исчезает, она выключена из процесса, из экономики, из управления, из жизни. Формально она есть на карте, но по факту ее никто не спрашивает. Село умирает не потому, что о нем забыли. За последние 5 лет государство потратило на поддержку деревень более 2 триллионов рублей. В цифрах все красиво. В реальности в большинстве деревень ничего не изменилось. За 30 лет исчезло больше 30 тысяч деревень. В половине оставшихся живет меньше 10 человек. Молодежь уехала, врачи не приезжают, остались старики, закрытые двери и память. Но кое-где деревни не умерли. Кто-то остался, кто-то вернулся, кто-то начал заново. Таких немного, но они есть. У деревни нет микрофона, нет телеканала, она не может за себя говорить. Но у нее все еще есть земля, дом, кто-то живой и шанс. Вопрос в том, нужен ли он кому-нибудь.